Самый интересный рекорд в мире животных, на наш взгляд, принадлежит медузе Turritopsis dornii. И этот рекорд касается продолжительности жизни, потому что эта медуза живет вечно. То есть это практически бессмертное животное, которое никогда не умирает от старости. Никогда. Конечно, есть много хищников и других естественных причин, от которых эти медузы погибают, но никогда от старости. Когда эта медуза стареет, она просто опускается на дно и превращается в клубок ткани в течение 24-72 часов 3 суток. Клетки старой медузы проходят трансформацию и превращаются в полипа. Затем из полипа отпочковывается новая, генетически идентичная и молодая медуза. И этот цикл может повторяться бесконечно. Это сравнимо с тем, как если бы бабочка, состарившись, могла снова превратиться в гусеницу, потом превратиться в куколку, и потом опять стать бабочкой, и так бесконечно по кругу. Можно ли это назвать бессмертием? Ну, если и можно, то только с биологической точки зрения. Мы бы лучше назвали это клонированием. Потому что хотя новая особь на 100% идентична старой медузе и состоит из тех же тканей, этих новых особей может быть много, и это уже больше похоже на клонирование, чем на бессмертие, ну в том смысле, как мы это видим. Но в любом случае, понимание генетических механизмов, позволяющих клеткам медузы омолаживаться, может помочь в разработке методов борьбы со старением человека. Сейчас, с появлением искусственного интеллекта, это становится намного легче. А кстати, как вы думаете, если из клеток вашего тела будет клонирован и выращен человек на 100% идентичный вам, будете ли это вы? Это считается бессмертием или нет? И вообще, можно это назвать тем же самым, что происходит с Turritopsis dornii? Ну хорошо, а теперь давайте поговорим о реальных долгожителях, более близких к нам по своему биологическому строению. Кстати, спасибо вам за лайки и подписки, а мы продолжаем. Итак, самым долгоживущим сложным существом, у которого есть настоящий мозг, сейчас принято считать гренландскую полярную акулу. Гренландская полярная акула вырастает до 7 метров в длину и может быть 1,5 тонны весом. Продолжительность жизни этого гиганта может быть до 500 лет. Представляете себе? Целых 500 лет. Вполне вероятно, что остались еще отдельные акулы, которые в детстве плыли за кораблями Христофора Колумба, которые направлялись в Америку, и питались отходами, которые моряки выбрасывали за борт. Отдельно живущие сейчас особи вполне могут быть современниками Леонардо да Винчи или Микеланджело. Взрослыми эти акулы становятся только к 150 годам. То есть акуленок, родившийся в конце 19 века, когда Карл Бенц получил патент на свой первый трехколесный автомобиль с бензиновым двигателем. И во времена, когда в сентябре 1886 года легендарный вождь Апачи Джеронимо наконец сдался американским войскам, так вот этот акуленок сейчас до сих пор еще даже не стал взрослым. Как же гренландским акулам удается так долго жить? Спросите вы, в чем секрет? Во-первых, низкая температура тела, хладнокровность в ледяной воде. Замедляет все биохимические процессы, снижая скорость накопления повреждений. Обычно она составляет от минуса 1 градуса Цельсия до плюс 5 Цельсия. Это делает их самыми холодолюбивыми акулами в мире. Во-вторых, в их тканях накапливается 3-метилоаминооксид. Это вещество предотвращает образование кристаллов льда в клетках и помогает ферментам
работать при высоком давлении и низких температурах. Гренландские акулы могут жить на глубине 2 километров. Если вы протянете руку на такой глубине, то на вашу ладонь площадью около 100 квадратных сантиметров будет давить груз весом аж в 2 тонны. Это сопоставимо с тем, как если бы на вашей руке стоял внедорожник среднего размера. Именно из-за высокой концентрации, кстати, триметиламиноксида свежее мясо акулы ядовито для человека и вызывает состояние сильного опьянения. Вот, к примеру, у коренных народов Арктики, инуитов и гренландцев, даже существует метафора пьяной собаки. Если ездовых лаек накормить свежим мясом акулы, то они не смогут стоять на лапах и будут вести себя как сильно пьяные. В Исландии такое мясо закапывают в гравий на 6-12 недель, чтобы под давлением собственного веса из него вытекли все ядовитые соки, мочевина. Затем его развешивают на свежем воздухе еще на несколько месяцев, и только потом из него делают хаукарль, традиционное блюдо, ферментированное мясо гренландской акулы. Совсем недавно, в 2024-2025 году, ученые выявили у гренландских акул усиленные механизмы восстановления ДНК и дублирования генов, связанных с регуляцией воспаления и поддержанием иммунитета. Ген NF-kB. Гренландская акула – это суперхищник, в желудке которого находили рыбу, тюленей и даже, можете вы себе это представить, белых медведей. Но гренландская акула все-таки отличается от людей по физиологии. Это более холоднокровное существо. Среди теплокровных же животных самая длительная продолжительность жизни у гренландских китов. Они могут жить более 200 лет, хотя температура тела у них 35-36 градусов, почти как у человека. Ученые находили в телах этих китов каменные гарпунные наконечники, которые использовались только в конце XIX века охотниками инупиатами. Инупиаты – это такая народность, живущая на севере Аляски. Среди теплокровных млекопитающихся животных, живущих на суше, самая высокая продолжительность жизни у человека. Вот, например, француженка Жанна Кальман прожила аж 122 года. Что помогло ей прожить так долго, спросите вы? В ее биографии на первых же страницах указывается, что она как вышла замуж в юности, так с тех пор больше и никогда не работала. Дальше исследовать секрет ее молодости я даже и не стал. Наш рассказ о рекордсменах по продолжительности жизни был бы неполным, если бы мы не упомянули о голых землекопах. Это маленький грызун из Восточной Африки, размером с мышь, обладает набором суперспособностей, которые делают его настоящим рекордсменом в мире животных. Голые землекопы живут до 40 лет. Казалось бы, ничего особенного. Если не брать в расчет, что такая продолжительность жизни для мелких грызунов выглядит совершенно фантастически. Для сравнения, обычная мышь живет около 3 лет, а крыса около 5. То есть 40 лет в мире мелких грызунов – это как если бы мы, люди, жили 800 лет. Можете вы себе это представить? Голые землекопы практически никогда не болеют раком, потому что клетки землекопов производят гиалуроновую кислоту, которой в 5 раз больше, чем у человека или мыши. Она создает защитный кокон вокруг клетки, не давая им превращаться в опухолевые. В 2023 году
Ученым удалось перенести ген, отвечающий за этот механизм, мышам. И мыши прожили дольше и стали здоровее. Совсем недавно, в октябре 2025 года, ученые обнаружили еще один ключ к долголетию землекопов – уникальную версию белка CGAS. У людей и мышей этот белок, попадая в ядро клетки, мешает восстановлению поврежденной ДНК. У голых же землекопов белок CGAS устроен иначе. Всего 4 отличия в аминокислотах превращают его в активного помощника, который наоборот чинит ДНК. Вот когда этот белок внедрили плодовым мушкам, те стали жить на 10 дней дольше обычного, почти на 17% дольше. Но подумайте только, а если этот белок действует даже на насекомых, то на людей он тем более подействует. Вот вам, пожалуйста, новый препарат, реально замедляющий старение человека, кстати. Только появится этот препарат в аптеках не раньше 2035 года, после всех испытаний и утверждений. Но об этом мы уже говорили в одном из наших предыдущих видео. Спасибо вам за то, что провели эти 10 минут с нами. Надеюсь, мы смогли вам рассказать что-то интересное.